Здравствуйте, дорогие друзья! Зима – это такое время для пчел, когда активной работы с пчелиными семьями в нашем регионе не происходит. А это значит, что основная задача пчеловода в этот период – это сохранить пчелиные семьи и сохранить золотой запас пасеки. А именно сушь и, если у вас осталась, вощина. И сегодня я бы хотел поделиться своим опытом о том, как я храню свою сушь, вощину, которая у меня осталась с сезона, таким образом, чтобы рамки не испортились, не потрескались от резких перепадов температур и не были попорчены вредителями. Желаю вам приятного просмотра. Рамки с вощиной я храню прямо в доме. Так получилось, что в этом году у меня оказалось целых 12 лишних корпусов. Поэтому вот они у меня здесь так и стоят. Ну, смотрите, в принципе, видно. Ну, вот видно, что никаких трещин на рамке нет. Прекрасная рамочка. Ну, пчелки ее тут уже кое-где поприклеивали, вощин. В таком же состоянии она встретит начало сезона, и, соответственно, в случае необходимости я ее поставлю уже в семью. Следующая рамочка то же самое. Никаких видимых повреждений, трещин, ничего этого нет. Так что думаю, что такой способ хранения вполне надежный. К хранению вощины в доме, в теплом помещении, я пришел не сразу. В прошлом году я оставил несколько рамок в холодном помещении, и они превратились вот в такие вот штуки, разломались. И, в общем-то, это уже идет в перетопку. А здесь у меня хранятся рамки с медом. Ну, то же самое, тоже в доме, в тепле. Смотрите. В таком виде они сейчас находятся. Как видно, никаких тут проблем либо следов брожения нет. Прекрасно белая рамочка, которую весной я надеюсь поставить нужной семье. Сушь я храню прямо в корпусах, в зимовнике. Вот таким вот образом. Просто они стоят, и никаких проблем с ними не происходит. Естественно, вся сушь снабжена лотками с уксусной кислотой, чтобы отпугнуть вредителей и моль. В качестве итога я бы хотел немножко резюмировать. Рамки вощины лучше хранить в теплом помещении, где нет резких перепадов температур. Тогда они не будут трескаться. Храню я их прямо в корпусах. Это удобно. Рамки с медом я тоже предпочитаю хранить в теплом месте. Почему так? Потому что в любой момент я могу их достать, эту рамку, и дать, допустим, семье. Это тоже удобно, не надо тратить несколько дней на разогревание этого меда. И при условии, что у вас рамки запечатаны так, как надо, а именно полностью, то у вас никаких проблем не возникнет. Мед не начнет бродить, не начнет впитывать влагу из помещения. Перга, если она есть, тоже не будет портиться. Рамки с сушью я храню в неотапливаемом помещении, в корпусах, где единственное закрыт доступ для вредителей, для мышей. Также есть лотки с уксусной кислотой. Это не позволяет развиваться там восковой кислоте, не портить рамки. Ну вот и все. Ничего хитрого нет. Оставайтесь на канале Начинающий Пчеловод. До новых встреч. Пока!